Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 26 октября, сегодня у нас с вами четверг. Обращаем ваше внимание, что сегодня один из самых удачных дней этого месяца, поэтому скажите эти денежные цифры и обязательно в вашу жизнь придет достаток в дом. Что это за цифры и почему сегодня один из самых удачных дней, которым вам обязательно нужно воспользоваться. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, начнем с того, что сегодня у нас 12 и 13 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Рыбы до 13 часов 1 минуты по московскому времени. Далее переход в знак зодиака Овен. Давайте посмотрим, что же сегодня у нас за день, на какие моменты обязательно вам стоит обратить свое внимание. Итак, друзья, сегодня обращаем ваше внимание, сегодня достаточно удачный и успешный день будет для многих людей, но ваша задача уже быть с самого утра, уже быть в хорошем расположении духа. Даже если кто-то и пытается нарушить вашу гармонию, ваш мир, ваше спокойствие, ваша задача игнорировать вот такие вот негативные посылы в ваш адрес. Кроме того, сегодня ваши сплетники, ваши враги, ваши недоброжелатели, ввиду того, что у вас все хорошо получается, как они считают, что у вас все идеально в жизни, будут стараться вам помешать. Знаете, где-то что-то сказать не то, где-то вас обидеть словом, возможно, где-то подставить. Поэтому, если в вашем окружении есть такие люди, обращаю ваше внимание, это может быть и ваша соседка, это может быть коллеги по работе, это могут даже быть близкие люди, которых вы цените, любите, но ввиду определенных обстоятельств они считают, что вот они, что вы недоступны, что вы недостойны тех или иных материальных благ. Поэтому ваша задача сегодня, знаете, вот быть в целый день с улыбкой на лице, с позитивом. Обязательно говорите аффирмации, слова, которые помогут вам на протяжении дня привлекать все то, что вы желаете и хотите в свою жизнь. Но, обращаем ваше внимание, сегодня в вашей жизни могут повторяться те или иные ситуации, которые связаны с вашим прошлым. Это может касаться и ваших личных отношений. Может, партнер, с которым вы уже расстались, с которым вроде как вы считаете, расставили все точки над «и», он сегодня вспомнит или она вспомнит о том, что вы что-то должны или вы что-то не додали и так далее. Также это могут происходить какие-то ситуации в вашем бизнесе, на работе. Может быть ситуация, когда кто-то что-то посчитал, что вы должны или вы с чем-то не рассчитались, и сегодня будут пытаться вот эту ситуацию проиграть. У кого-то будут проблемы сегодня с оплатой коммунальных услуг, то есть могут предъявить то, что вы не заплатили или не заплатили какие-то налоги и так далее, и так далее. Обращаю ваше внимание, что у каждого это будет своя ситуация, но если вы будете в хорошем настроении, с открытым сердцем и будете нести любовь, гармонию, мир, радость в свою жизнь и во Вселенную, то и в вашей жизни также будут происходить вот такие вот хорошие моменты. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит тратить время на сбор любой бесполезной информации. Почему? Потому что эта информация мешает вам дальше двигаться, и вы не видите вот того важного, что для вас нужно и вот важно. Поэтому, если вы будете всякую информацию, знаете, как мусор, привлекать в свою жизнь, то вы можете сделать неправильный выбор даже в той ситуации, где все очевидно, где все понятно было бы для вас. Поэтому все-таки, если видите, что вам что-то не нравится, вы чувствуете, что это не откликается у вас в сердце, ни в коем случае не стоит это принимать. Также старайтесь в этот день освободиться от груза прошлого, если он давит и мешает вам жить. Опять же, у каждого человека сегодня разные будут ситуации, но помните о том, что чем дольше вы тянете за собой вот свои какие-то ошибки жизненные, вы тянете то, что вы где-то не достигли успеха, возможно, вам это обидно, вы считаете, что несправедливо, пока вы отдаете вот эту энергию вместо того, чтобы в созидательное устроить
русло, в деструктивное русло вашей жизни, не могут произойти хорошие изменения, потому что вы сами отдаете посылы негатива. Поэтому, чтобы такого не было, сегодня избавляйтесь, проводите практику, прощайте своих партнеров, своих, возможно, тех людей, которые вам принесли какую-то боль или, возможно, вмешались в вашу жизнь на каком-то этапе. Что же касательно бизнеса и денег, то сегодня очень важно, чтобы вы только брались за те дела, в которых вы уверены на все 100%, которые вы просчитали знаете, вот буквально все буковки, все циферки. Далее, если у вас сегодня есть начатые дела, ни в коем случае в этот день не бросайте их, обязательно разберитесь, поймите, как вы что можете сделать. Кроме того, сегодня легко и правильно проводить любые финансовые операции, даже заключать сделки. Но, обращаем ваше внимание, они должны быть именно краткосрочные. А вот у тех людей, которые работа связана с продажами, с услугами, вы знаете, сегодня у вас может проявиться перспектива быстрого роста и развития вашего бизнеса. Поэтому сегодня ваша задача не зацикливаться на чем-то, а идти только вперед и стараться видеть все только самое лучшее. Также обращаем ваше внимание, что сегодня на протяжении всего дня могут напоминать о себе какие-то нерешенные ситуации, нерешенные проблемы, но вам сегодня не стоит на них заострять внимание и не старайтесь выяснять отношения ни к чему, потому что именно вот энергия дня, она больше созидательная. И если вы вносите конфликты, ссоры в свою жизнь, то энергия из плюса перерастает в минус. Также сегодняшний день очень благоприятен для того, чтобы общаться в коллективе, обсуждать какие-то рабочие вопросы, какие-то моменты. Также сегодня хорошо учиться, проходить тренинги, семинары, получать какую-то очень важную, ценную информацию. Даже если вы долгое время не знали и не думали, то именно тот день, чтобы об этом подумать. Возможно, вам нужно какие-то улучшить свои навыки, свои какие-то моменты. Пробуйте, и у вас обязательно это получится. Что же касательно здоровья, то болезни этого дня могут быть длительными, но хорошо усваиваются сегодня лекарства и косметические средства. В этот день можно удалять пятна, родинки, убирать морщины. Также сегодня в этот день рекомендуется проводить процедуры по омоложению и очищению. Но в этот день ни в коем случае нельзя голодать, так как желудок в этот день все-таки требует нагрузки. Обратите на это внимание. Что же касательно стрижки волос в этот день, 26 октября, стрижка в этот день будет удачной, придаст свежесть и привлекательность. Больше того, может даже принести счастье в вашу жизнь. Даже если вы стрижку делали ранее, сегодня забегите в парикмахерскую, чтобы вам хотя бы просто-навсего обновили кончики. Это тоже будет хорошо и прекрасно. Также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня еще и великий праздник, день иконы Божьей Матери, который называется Иверская. Поэтому сегодня очень хорошо работать с молитвами, сегодня хорошо работать вот именно с иконой Иверской Божьей Матери. Также сегодня хорошо работать со своими кармическими долгами. Обращаем ваше внимание, что если вы знаете о своем кармическом долге, да, пожалуйста, пробуйте. Но если вы не знаете, не нужно лезть в эту степь, которая для вас непонятна, потому что многие люди, знаете, считают, что кармический долг это одно и так далее, и вот начинают в этом направлении отдавать свою энергию. Если вы чувствуете, что ваша жизнь прекрасна, ваша чудесна, идите дальше и не заостряйте на этом внимание. Также сегодня хорошо работать с такими растениями, как алоэ, тополь, осина. Это те растения, которые могут сегодня вас даже подзарядить. Также сегодня прекрасный день для анализа и переосмысления прошлого, а также повышения уровня своего образования, навыков, опыта и так далее. Но в то же время сегодня неблагоприятный день для путешествий, потому что есть вероятность, что все может закончиться какими-то потерями и разочарованием. Поэтому все-таки будьте немножечко внимательны и осторожны.
Что же касательно общения с начальством в этот день, 26 октября, то мы рекомендуем сегодня обсуждать любые рабочие вопросы со своим начальством, со своим непосредственным руководителем. Почему? Потому что день будет вполне благоприятен, и вы будете находить точки соприкосновения и понимать, что вам делать, как вам делать. Кроме того, в этот день приходят какие-то интересные идеи, которые ваше начальство даже заметит, и, возможно, в ближайшем будущем вас ожидает карьерный рост или премия, или что-то связанное именно с деньгами. Что же касательно смены места работы, то сегодня ни в коем случае нельзя это совершать. Не стоит сегодня менять место работы, потому что, к сожалению, один из худших дней, который не принесет ничего. Даже если вам сегодня обещают золотые горы, 100 раз подумайте перед тем, как переходить. Что же касательно недвижимости, то сегодня можно планировать сделки, посещать объекты, но вот что-то глобально делать сегодня в этот день все-таки не стоит. Также обращаем ваше внимание, что сегодня крайне неблагоприятный день для зачатия. Физическая нагрузка в этот день вам не повредит. Также сегодняшний день не подходит для домашних дел, поэтому все-таки лучше уделите внимание себе или пойдите в парикмахерскую, но именно не стоит сегодня именно заниматься какой-то тяжелой работой у себя дома. Что же касательно снов, то сны дают вам понять, что вас сейчас на данном этапе беспокоит. Сновидения правдивы, они отражают проблемы, которые вам обязательно нужно решить в самое ближайшее время. Теперь давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит Архангел Михаил на этот день, 26 октября. Итак, друзья, сегодня выпала карта от Архангела Михаила, которая звучит следующим образом. Используйте ваше воображение, и вы увидите ответ. О чем эта карта нам говорит? Дело в том, что высшие силы, ангел-хранитель, архангел Михаил, они все вас поддерживают. Знаете, вот как будто вот за руку вас держат, и они пытаются вам помочь, вас поддержать. И, к сожалению, вот на данном этапе вот те знаки, те подсказки, которые приходят от высших сил, они для вас не ясны, они для вас непонятны, неожиданны. Поэтому вам в этой ситуации нужно немножечко использовать свое воображение, чтобы понять понять о том, что могло бы произойти или что могло случиться. Помните о том, что у ангелов-хранителей, у высших сил, у них безграничные возможности, они руководят решением, и увидеть его может только тот, кто верит в это. Также сегодня очень важно, чтобы вы думали о том, что бы вы хотели бы сделать, реализовать. Да, нужно визуализировать, да, себе нужно представлять. Даже если вы мечтаете о чем-то, главное, знаете, это начать, знаете, вот первые шаги сделать, и далее по чуть-чуть у вас действительно начнет все меняться. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что те желания, которые у вас есть, возьмите сегодня, просто напишите на листок бумаги, распишите их и сложите в конверт и спрячьте в том месте, где никто не найдет. И вы также это оставьте. И пусть вот это ваше желание или желания будут в укромном месте находиться, и со временем вы увидите, как они будут реализованы. И вы знаете, потом со временем вы вспомните про этот конверт, в котором вы писали пожелания, вы увидите, что ваши мечты, они могут исполняться, при этом намного лучше, чем вы можете это написать на листке бумаги. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать в этот день, 26 октября, друзья, звучит следующим образом. Дорогой Господь, спасибо, что наделяешь меня мудростью и изобретательностью, чтобы увидеть Твои чудеса в новых и неожиданных местах. Я благодарно принимаю и благодарю Тебя за помощь. И здесь очень важно, что вы пописали ситуацию, которую вы, возможно, хотите для себя решить, или где вам нужна помощь и поддержка. Напоминаю вам, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Так же, как мы сказали ранее, сегодня вам нужно сказать следующие денежные цифры. Они достаточно простые, но вы эти денежные цифры сегодня можете повторять в любое время, когда вам будет удобно. Вы как вариант можете открыть свой кошелек и прошептать эти 4 цифры.
Вы можете идти на работу, и между того, чтобы серфить социальные сети, возьмите, просто закройте глаза и увидите эти цифры. Также вы можете эти цифры написать в своем рабочем блокноте именно в этот день, 26 октября. Итак, записывайте эти цифры или запоминайте. 1188. Итак, 4 цифры. Еще раз, 1188. Они сегодня вам на протяжении этого дня могут помочь. Друзья, вот такой у нас с вами день, 26 октября. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео. Эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья, услышимся в следующем видео.